Друзья, всем привет, с вами Сергей. В моей мастерской небольшое пополнение, а именно сварочный полуавтомат от компании Bestark. Модель MiG-145 Gen 9, девятое поколение. Сегодня с вами сделаем распаковку, посмотрим комплектацию, затронем технические характеристики, ну и конечно же опробуем в работе данный аппарат. Итак, первым делом сделаем распаковку. Итак, как видим, данный аппарат поставляется в картонной коробке. Упаковано все просто на высшем уровне. Так, ну и в дополнительной коробке мы видим, у нас идет шланг для инертного газа, ремешок для удобной переноски сварочного полуавтомата, держатель для электрода, идет 2 метра, затем держатель массы, тоже кабель идет 2 метра, инструкция. Набор сопел, фум-лента, силикагель, ключ для смены сопел и 2 катушки проволоки. Одна идет под инертный газ и одна самозащищенная. Теперь более подробно рассмотрим наш сварочный полуавтомат. Первым делом это сварочный рукав, горелка. Выглядит она следующим образом. Также в комплекте есть вот такой крючок, можем подвешивать спокойно ее. На лицевой части мы видим панель управления, чуть позже мы ее более детально рассмотрим. А также разъемы для подключения массы. На обратной стороне мы видим клавишу включения-выключения нашего сварочного полуавтомата. Также здесь имеется кулер и выход на подсоединение газа. Вот такой штуцер. Ну и давайте включим наш сварочный полуавтомат. Как слышим, при включении сразу работает кулер для охлаждения. Здесь у нас находится панель управления и есть клавиши. Данная клавиша позволяет нам выбрать режимы сварки. Миг-сварка – это сварка с проловкой. Здесь мы выбираем проловка под инертным газом мы будем варить или самозащищенной проловкой. Затем выбираем ТИГ-сварка и сварка ММА, сварка электродом. Также здесь можно выбирать силу тока. При сварке электродом минимальный ток у нас получается 20 ампер и 28 вольт. Максимальный ток здесь 125 ампер и 25 вольт. Выбираем миг-сварку. Минимальный ток составляет 50 ампер 16,5 вольт. Максимальный 145 ампер 21,2 вольта. При ТИГ-сварке минимальный 10 ампер 10,4 вольта. И максимальный составляет 145 ампер 15,8 вольта. Также при миг-сварке мы можем выбрать режим 2Т либо 4Т. Как видим, при помощи данной крутилки мы сразу регулируем и ток, и вольтаж. Я считаю это очень огромным плюсом, особенно для новичков. Сбоку мы видим отверстие под вентиляцию. Также сверху находится удобная ручка для переноски сварочного полуавтомата. Сам полуавтомат легкий, довольно-таки, по весу где-то килограмм 6. Чтобы установить сварочную проловку, нужно откинуть верхнюю крышку. Поднимается она следующим образом. Откидываются 2 защелки и поднимается крышка. Здесь мы видим табличку, как установить сварочную проволоку, как заменить сопла на сварочном рукаве, а также есть табличка с режимами для сварки проволокой под инертным газом и сваркой проволокой защищенной.
Здесь мы видим механизм подачи проволоки. Имеется подшипник, а также ролик с двумя насечками под 0,8 мм проволоку и под 1 мм. Также имеется клавиша быстрой протяжки проволоки в сварочный рукав. Катушку здесь можно установить максимально, это 1 кг. В комплекте идет на 0,5 кг. Друзья, как видим, полуавтомат довольно компактный, легкий, удобный. В связи с этим буду использовать его на выездах. Ну а чтобы не стащить с собой баллон, буду использовать вот такую самозащищенную проволоку под флюсом. Она идет в комплекте, вес 0,5 кг. Итак, давайте ее установим в наш сварочный полуавтомат. Установил проволоку и нажимаем на клавишу. Как видим, все готово. Можно закрывать крышку. И останется установить нам сопло. Устанавливаем. Ключик идет в комплекте. Все, наш полуавтомат готов к работе. Друзья, ну и прежде чем приступить к сварке, хотелось бы сказать, что при сварке самозащищенной проволоки без газа массу мы кидаем на плюс. То есть вот этот провод мы устанавливаем на минус. А массу устанавливаем на плюс. Все готово, теперь можем приступить к сварке. Друзья, сейчас попробуем поработаем. Установил миг-сварку без газа и установил минимальный ток 50 ампер 16,5 вольт. Посмотрим, что получится. Друзья, шов просто отличный. Друзья, теперь сварим две трубы между собой. Толщина стенки 2 мм. Сила тока оставил все так же. 50 ампер 16,5 вольт. Друзья, как видим, полуавтомат со своей задачей справился просто на отлично. Работает без всяких рывков. Плавно, аккуратно. Ну и шов, естественно, тоже получился отличный. Считаю это хорошим результатом. Друзья, вот такой получился небольшой обзорный ролик. Полуавтоматом я доволен на 100%. Также доволен его работой. Из плюсов хотелось бы отметить, это то, что он легкий, компактный, удобный. Можно взять одной рукой и перенести в то место, где вы будете работать. Также огромным плюсом считаю то, что на данном сварочном полуавтомате сможет работать даже новичок. Что касается настроек, все интуитивно и понятно. К примеру, мы настраиваем силу тока, и у нас автоматом настраивается и напряжение. На этом будем заканчивать. Обязательно пишите в комментариях, каким полуавтоматом пользуетесь вы. Что вы предпочитаете, сварку защищенной проволокой или сварку проволокой под инертным газом. Рад вас буду выслушать и ответить на ваши комментарии. На этом все. Всем пока. До новых встреч.